Всем привет и добро пожаловать на канал Оружие от А до Я, где рассказываю про оружие из разных эпох, его влияние с интересными фактами, о которых вы, возможно, не знали. В этом ролике мы поговорим про одно из самых удивительных перевоплощений, которому подверглось копье. Штык – оружие, которое убрало из армии целый род войск. Почему в армии задействовали 2 человека для одной работы? Почему в битве у Каладена солдаты били не противника, стоящего перед ними? Это и не только вы узнаете, досмотрев ролик до конца. Представьте солдата конца 17 века. В руках у него мушкет, почти 1,5 метра дерева и железа, около 6 килограммов веса. Чтобы выстрелить, он разрывает бумажный патрон зубами, отсыпает порох на полку, остальное засыпает в ствол, опускает пулю, утрамбовывает заряд шомполом, взводит курок и только тогда целится. Если руки не дрожат и порох сухой, секунд через 20 мушкет снова готов стрелять. Иногда этих 20 секунд нет. Солдат видит всадника, выходящего из порохового дыма, или человека с мечом, пробежавшего последние 50 метров под пулями. Он стреляет. Мимо или нет, уже не важно. В следующую секунду его дорогое огнестрельное оружие превращается в тяжелую деревянную палку. Казалось бы, мушкет должен был закончить эпоху копий. Но первые стрелки не могли воевать в одиночку. Пока они перезаряжались, рядом стояли пикинеры с древками длиной 5-6 метров. Получалась странная армия. Один человек нес оружие будущего, другой защищал его оружием, которым люди пользовались тысячи лет. Командиры были вынуждены выбирать между силой залпа и надежностью строя. Решение уместилось в руке. Короткий клинок, который крепился к стволу, позволил одному солдату стать и стрелком, и копейщиком. Через несколько десятилетий пикинеры начали исчезать из европейских армий, но железо оказалось самой простой частью изобретения. Соединить мушкет с копьем было нетрудно. Гораздо сложнее было заставить обычного человека идти вперед, когда такой же клинок направлен ему в живот. Вы наверняка думаете, что штык — это просто нож на конце ружья. На самом деле он закрыл целую военную профессию, которая существовала веками, и сделал это без единой решающей битвы. Началась эта история, вероятно, не на войне, а перебраненным кабаном. Франция, первая половина 17 века. Несколько охотников преследуют кабана, у одного ружье. По меркам своего времени это серьезное преимущество, но доверять ему полностью нельзя. Мушкет мог подвести в самый неподходящий момент. Раненый кабан не обязательно убегал, он мог развернуться и преодолеть несколько десятков метров быстрее, чем человек успевал снова зарядить ружье. Поэтому охотник носил с собой еще и длинный нож. Проблема возникала в тот момент, когда оружие было нужнее всего. Обе руки заняты ружьем, а зверь не станет ждать, пока человек разберется со снаряжением. Решение было грубым, но работало. Рукоять ножа сделали такой, чтобы ее можно было вставить прямо в дуло. Один толчок, и ружье превращалось в короткое копье. Сегодня такую конструкцию называют пробковым штыком. Рукоять закрывала ствол, как пробка закрывает бутылку. Один из ранних образцов, сделанный во Франции примерно между 1620 и 1660 годами, хранится в Метрополитен-музее. Его длина около 40 сантиметров. У изобретения, изменившего армии Европы, нет известного автора. Самая популярная история связывает штык с французским городом Байонной. По легенде, местные жители остались без пороха во время стычки, вставили ножи в стволы и пошли в атаку. Звучит хорошо, возможно, поэтому эту версию и запомнили, но документов, подтверждающих сам эпизод, нет. Название, вероятно, связано с ножами из района Байонны, а имя человека, первым соединившего клинок с ружьем, потерялось. Скорее всего, идею придумали независимо друг от друга несколько охотников. Перед ними лежали ружье, нож и подходящее отверстие между ними. Для охоты конструкция подходила. Человек стрелял, понимал, что второго выстрела не будет, и вставлял нож в ствол. В армии все было иначе. Там солдат никогда не знал, какой выстрел окажется последним. Перенесемся в 1670 год. Назовем нашего мушкетера Пьером. Он стоит в первой линии и только что выстрелил. В руках разряженный мушкет. Перед ним дым, за дымом люди, которых он почти не видит. Теперь ему нужно зарядиться снова, а значит опустить приклад и перестать следить за тем, что происходит впереди. Следующие 20 секунд он занят только порохом и шомполом. В 2 шагах от него стоит пикинер.
Его оружие достигает 5-6 метров. Это высота двухэтажного дома, положенного на землю. Таким древком неудобно проходить через дверь или разворачиваться на узкой улице. Но в открытом поле пика не позволяла кавалерии быстро добраться до мушкетеров. Пока Пьер заряжал оружие, пикинер должен был не дать всаднику приблизиться. Мушкет постепенно менял войну. Его пуля пробивала доспех, который хорошо защищал от меча. Тяжелые латы теряли смысл, но без прикрытия сам стрелок оставался уязвим. Командиры постоянно меняли пропорцию между мушкетерами и пикинерами. Больше стрелков значит сильнее залп, но после него линия почти беззащитна. Больше пикинеров значит строй лучше выдержит атаку, зато сотни людей не участвуют в перестрелке. На 1000 пехотинцев приходилось держать сотни воинов с оружием, которое почти не наносило урона на расстоянии. Они существовали ради тех секунд, когда мушкетеры перезаряжались. Некоторые военные авторы уже тогда жаловались. Пикинеров нужно было обучать и кормить, но в перестрелке они стояли без дела. Отказаться от них все равно не решались. Пробковый штык обещал выход. Пьер стреляет, снимает с пояса клинок, переворачивает его и вставляет рукоять в ствол. Теперь он может встретить всадника сам. На бумаге один человек заменял двоих. В 1671 году такие штыки получил французский полк фузелеров. Вскоре они появились у английских драгун. Но охотничья конструкция принесла на поле боя новую проблему. После установки штыка мушкет больше не стрелял. Солдат должен был угадать точный момент. Вставит клинок слишком рано, лишится еще одного залпа. Замешкается, и противник окажется рядом раньше, чем ружье превратится в копье. Иногда штык просто застревал, нагар забивал ствол, дерево разбухало от сырости, и вместо оружия солдат получал пробку, которую приходилось выдирать обеими руками. Несколько лет армии мирились с этим недостатком. Потом штык встретился с людьми, которые преодолевали последние метры быстрее, чем мушкетеры успевали принять решение. Шотландия, 27 июля 1689 года. Генерал Хью Маккей ведет правительственную армию через ущелье Киликранки. Он много лет воевал в Европе, служил в шотландской бригаде Нидерландов и верил в дисциплину. Его солдаты стреляли поочередно, пока одна часть строя перезаряжалась, другая давала залп. Против него стояли якобиты, среди них немало воинов шотландских кланов. Горцы не собирались долго обмениваться выстрелами. Они старались приблизиться, дать залп и сразу перейти на бег, вооруженные палашами и щитами. Армия Маккея заняла позицию у подножия холма. Вечером якобиты начали спускаться. Сначала солдаты увидели движение на вершине, затем услышали крики, и через несколько мгновений весь склон заполнили бегущие люди. Мушкетеры открыли огонь. Первый залп ударил по атакующим, за ним второй. Часть горцев упала, остальные продолжали спускаться. Склон помогал им набирать скорость. Теперь людям Маккея нужно было прекратить стрельбу, снять штыки с поясов, развернуть их, вставить в стволы и сомкнуть линию. На все оставалось несколько секунд. Один солдат пытался закончить перезарядку. Второй не мог достать штык. Третий видел, что человек рядом сделал шаг назад и отступал вместе с ним, чтобы не остаться в одиночку. Строй, который несколько минут работал как механизм, начал распадаться на отдельных людей. Горцы добрались до линии раньше, чем многие мушкетеры подготовились к ближнему бою. Правительственная армия была разгромлена. Маккей сумел выбраться с частью кавалерии. На поле остались его солдаты и младший брат Джеймс. Поражение показало простую вещь. Клинок не должен закрывать ствол. Он должен находиться рядом. Решением стала металлическая втулка. Ее надевали на ствол, а лезвие смещали в сторону, так что пуля проходила свободно. Солдат мог установить штык заранее, продолжать стрелять и встретить атаку без лишних движений. Маккей поддерживал новую конструкцию, хотя не был ее единственным создателем. Кольцевые крепления появлялись и раньше. Во Франции развитие втульчатого штыка связывали с военным инженером Себастьеном Лепретром де Вабаном. Вобан строил крепости в форме огромных каменных звезд, но на жизнь рядового солдата сильнее повлиял небольшой кусок металла, позволивший стрелять с уже установленным клинком. Маккей не увидел, как штык изменит европейскую пехоту.
Через 3 года он погиб в сражении при Стенкерке. Его именем оружие не назвали. Но разгром при Киликранке дал армиям урок, который невозможно получить на учениях. Теперь стрелок мог вести огонь и одновременно оставаться копейщиком, а значит, человек с 6-метровой пикой становился лишним. Втульчатый штык выглядел просто. Полую металлическую трубку надевали на ствол, прорезь проходила вокруг мушки, солдат поворачивал втулку и клинок фиксировался сбоку. Но армии заинтересовала не красота механизма. Вернемся к Пьеру. Раньше рядом с ним стоял пикинер. Один стрелял, второй защищал. Теперь Пьер устанавливал штык заранее. Он мог дать залп, перезарядиться, выстрелить еще раз, а при приближении противника просто опустить мушкет. Ему больше не требовался отдельный телохранитель с пикой. 1000 пехотинцев теперь была 1000 стрелков. В ближнем бою та же 1000 превращалась в строй копейщиков. Некоторые генералы не хотели отказываться от пик, и их сомнения были понятны. 6-метровая древка доставала гораздо дальше короткого штыка, а отказаться от проверенной системы ради новой детали означало рискнуть всей линией. В 1699 году Вобан убеждал французского военного министра полностью убрать пики из армии. По его мнению, мушкет со штыком уже позволял стрелку защищать себя самостоятельно. Практика постепенно подтвердила его правоту. Пика хорошо работала только в плотном строю, на подходящей местности, а в лесу цеплялась за ветви, на городской улице мешала разворачиваться, внутри здания превращалась в обузу. Мушкет со штыком годился почти везде. Из него стреляли в поле, из окна дома, за стеной и среди деревьев, а при необходимости солдат сразу переходил к ближнему бою. К началу 18 века европейские армии одна за другой сокращали число пикинеров. К 1720 годам пика почти исчезла из линейной пехоты большинства стран. Целая военная профессия закончилась без единственной решающей битвы. Пикинера не уничтожило более длинное копье, его работу просто передали мушкетеру. Но командиры быстро столкнулись с другой проблемой. Научить человека заряжать мушкет можно, движения идут в известном порядке. Штыковая атака требовала противоположного состояния. Для выстрела солдату нужна дистанция, для удара он должен сам ее сократить. Нужно было научить 1000 людей двигаться прямо на линию клинков, хотя тело требовало остановиться или повернуть назад. Армия решила эту задачу строем, командами и повторением. Так маленький клинок начал менять уже не оружие, он начал менять солдата. В кино две штыковые линии обычно сталкиваются, солдаты врезаются друг в друга, строй исчезает, начинается беспорядочная схватка. В настоящих сражениях до такого доходило реже, чем кажется. Представьте молодого пехотинца в первом бою. Вдали появляется линия противника. Она движется медленно, сначала видны только темные фигуры, потом уже можно различить оружие, а на 30 метрах становятся видны лица. Теперь расстояние сокращается быстрее. Пехотинец слышит шаги, слышит крики атакующих, замечает, как у соседа дрожит ствол. Стрелять по далекой фигуре страшно. Смотреть на человека, который идет прямо к тебе с клинком, страшнее по другой причине. Ты понимаешь, что случится через несколько секунд. Атакующим не легче. Они идут на заряженные мушкеты, и остановиться нельзя. Сзади идут следующие ряды, и если первый ряд замедлится, вся колонна потеряет движение. Обороняющиеся надеются, что залп остановит атаку. Атакующие надеются, что после залпа линия перед ними дрогнет. Часто бой решался до физического контакта. Если обороняющиеся начинали отступать, штыки преследовали их в спину. Если наступающие теряли движение после залпа, они откатывались назад. Иногда хватало одного человека, который поворачивался и заражал своим страхом остальных. Штыковая атака была соревнованием нервов. Побеждал строй, который дольше сохранял видимость порядка. Клинок наносил первый удар, еще не коснувшись тела. Он заставлял человека представить ближайшие секунды и решить, готов ли он остаться на месте. Поэтому армия тренировала не отдельного бойца, она тренировала линию. Почему при битве у Каладена солдаты били не противника, стоящего перед ними? 16 апреля 1746 года шотландские горцы снова пошли в атаку на правительственную армию, на этот раз у Каладена. Поле было мокрым и неровным. Якобитам предстояло пройти около 320 метров под огнем артиллерии и мушкетов. Среди атакующих были воины, которые пользовались старым приемом. В левой руке горец держал круглый щит, в правый палаш.
Приблизившись к линии, он принимал штык на щит, отводил ствол в сторону и наносил удар. Для правительственного солдата это создавало ловушку. Он направлял штык в человека перед собой, тот закрывался щитом и получал возможность ударить по открывшемуся пехотинцу. Перед сражением солдат герцога Камберленда обучили другому приему. Им приказали атаковать не того горца, который бежал прямо на них, а противника справа. Щит хорошо закрывал человека спереди и слева, зато правый бок оставался открытым. Пока один пехотинец удерживал мушкет противника перед собой, его сосед наносил удар в незащищенную сторону. Прием выглядел нелогично. Перед солдатом стоит противник, но бить нужно другого человека. Собственную защиту приходилось доверять соседу. Если один пехотинец поддавался инстинкту и атаковал прямо перед собой, цепочка ломалась, и его товарищ оставался без прикрытия. Ошибка одного человека открывала линию сразу в нескольких местах. В этом и заключалось главное изменение. Пробковый штык охотника был личным оружием последнего шанса. У Каладена клинок стал частью общей системы, где каждый человек отвечал за другого. Победу правительственной армии принесли артиллерия, дисциплина и состояние якобитских сил. Один прием не решил все сражение. Но ближний бой показал, насколько далеко штык ушел от простого ножа в стволе. Теперь им сражался не человек, им сражался строй. К XVIII веку многие втульчатые штыки получили узкий трехгранный клинок. Позже вокруг этой формы появился мрачный миф, будто клинок специально делали треугольным, чтобы врач не смог зашить оставленную им рану. На самом деле объяснение гораздо проще. Длинная плоская полоса металла сравнительно легко гнется, а трехгранный профиль при той же массе получался жестче. Клинок можно было сделать длинным и узким, не превращая его в тяжелый меч. От него не требовали хорошо рубить, ему не нужна была удобная рукоять или дорогая заточка. У него была одна работа — сохранить форму при движении вперед. Для массовой армии это имело значение. Штыки требовались десяткам тысяч людей. Их нужно было выпускать быстро и дешево, при этом достаточно одинаковыми, чтобы втулка подходила к стволу. Клинок располагался сбоку и не мешал пуле, но после выстрелов на металле оставался нагар, а в сыром климате появлялась ржавчина. Если солдат плохо чистил втулку, штык мог не надеться в тот момент, когда требовался. Уход за клинком становился частью ежедневной службы. Постепенно клинок приобрел еще одну функцию. Он показывал намерение. Ружье в руках часового оставляло небольшую дистанцию между угрозой и действием. Нужно поднять ствол, взвести курок, прицелиться. Примкнутый штык уже был направлен в человека. Иногда для подчинения хватало одного шага вперед. Оружие, созданное ради защиты стрелка, стало знаком власти над теми, у кого оружия не было. Но на поле боя одного вида клинка все равно не хватало. Солдата нужно было научить продолжать движение после выстрела. В России эту мысль связали с фразой, смысл которой позже сильно упростили. Фразу Александра Суворова «Пуля дура, штык молодец» часто понимают буквально, будто полководец презирал стрельбу и считал, что солдат должен сразу бросаться в штыковую атаку. А что она означала на самом деле? Суворов не предлагал выбрасывать мушкеты. Оружие XVIII века стреляло неточно, особенно в дыму и по движущейся цели. Один солдат легко промахивался даже на небольшой дистанции. Залп целого строя работал иначе. Сотни пуль создавали плотность огня, и для этого не требовалось, чтобы каждый человек был прекрасным стрелком. Проблемой становилось время. После выстрела линия останавливалась для перезарядки, и противник получал возможность ответить или восстановить строй. Суворов требовал беречь выстрел до подходящей дистанции, а после залпа не терять движение. Если линия противника дрогнула, ей нельзя было давать время прийти в себя. Штык позволял продолжить атаку без перезарядки. Солдат стрелял вблизи, опускал мушкет и шел дальше. Для этого его месяцами заставляли повторять одинаковые движения. Шаг, выпад, отбив, возврат оружия, снова шаг. На учениях перед человеком стоял мешок с соломой. Он не кричал и не двигался, но повторение создавало привычный порядок действий. Тренировка не убирала страх, она просто не оставляла ему свободного времени. Когда человек оказывался в дыму и шуме, руки вспоминали движения раньше, чем он успевал обдумать происходящее. Мушкет зависел от пороха и кремня, штык зависел от того, продолжит ли солдат идти. Одна решимость не выигрывала сражение.
Людей нужно было собрать в массу, которую можно быстро обучить и отправить в строй. В начале XIX века таких людей потребовались сотни тысяч. Французская революция и войны Наполеона резко увеличили армии. В строй шли ремесленники, крестьяне и студенты. Многие впервые держали военное оружие уже после призыва. Представьте молодого крестьянина. Несколько недель назад он работал в поле. Теперь ему выдали мушкет и место в линии среди людей, которых он почти не знает. Сделать из него хорошего фехтовальщика невозможно. Владению шпагой учились годами. Нужно чувствовать дистанцию и мгновенно менять направление удара. Массовая армия не могла ждать несколько лет. Штыковая подготовка сводила ближний бой к небольшому числу простых движений. Новобранцы снова и снова атаковали соломенные чучела, а инструкторы поправляли ноги и положение приклада. Человека учили не вести красивый поединок, а сохранять место в линии и повторять знакомое движение по команде. Через несколько недель он не становился равным опытному солдату, но уже мог двигаться вместе с батальоном. В плотном строю человек почти исчезал. Перед собой он видел спину товарища, по бокам шли соседи, сзади напирал следующий ряд. Остановиться было трудно даже физически. Барабан задавал темп, офицеры кричали команды, и тысячи ног продолжали движение. Для противника такая колонна выглядела сплошной стеной оружия. Для человека внутри она могла быть ловушкой. Он шел вперед, потому что шли все. Вместе с армиями менялось и само оружие. Британская винтовка Бейкера была короче стандартного мушкета, и чтобы стрелок не проигрывал в досягаемости, для нее сделали длинный штык. Несколько десятков сантиметров могли решить, чей клинок достанет первым. Так возникло противоречие, которое преследовало штык почти 3 века. Короткое оружие удобнее на марше и в лесу, длинное дает преимущество в плотном строю. Поэтому стволы винтовок постепенно укорачивались, а штыки порой становились длиннее. К середине XIX века дальность и точность огня заметно выросли, и подойти к линии становилось все труднее. И все же иногда патроны заканчивались. Тогда старый клинок снова решал судьбу людей. 2 июля 1863 года Геттисберг. Был отдан приказ, которого противник не ждал. На левом краю позиции северян находится каменистый холм Литл Раунд Топ. Если армия южан обойдет его, она выйдет во фланг всей линии. Участок удерживает 20-й Мэнский полк под командованием Джошуа Чемберлина, преподавателя риторики из колледжа Боудин, у которого не было многолетнего опыта кадрового офицера. Он пошел добровольцем, когда началась война. Перед ним поднимались солдаты 15-го Алабамского полка. Они прошли долгий путь в жару, многие мучились от жажды, но атака продолжалась. Южане поднимались по каменистому склону снова и снова. Линия 20-го Мэнского изгибалась, чтобы противник не обошел край позиции. Северяне стреляли почти без перерыва, патронов оставалось все меньше, и некоторые солдаты забирали боеприпасы у тех, кто уже не мог продолжать бой. Чемберлен понимал, что следующую атаку полк может не выдержать. Отступить означало открыть фланг армии, остаться на месте означало ждать противника почти без патронов. Оставался третий вариант. Чемберлен приказал примкнуть штыки. Часть полка развернулась, словно дверь на петле, и начала спускаться по склону. Уставшие солдаты Алабамы ожидали очередного залпа или отступления. Вместо этого противник сам пошел вперед. Линия южан сломалась. Часть людей отступила, часть сдалась. Северяне захватили больше 100 пленных и удержали край позиции. Позже этот эпизод превратили в историю о внезапном озарении одного человека, хотя участники оставили разные воспоминания, а историки до сих пор спорят о точной последовательности приказов. Но главный факт остается. Полк, у которого почти закончились патроны, не стал ждать следующей атаки. Он сам перешел в наступление. Штык выполнил ту же работу, ради которой когда-то появился у охотника. Он позволил действовать после последнего выстрела. Только теперь перед угрозой стояли не один человек, а сотни солдат, и за ними весь фланг армии. Чемберлен пережил Геттисберг. Через год при Питерсберге пуля прошла через его бедра и таз. Врачи считали ранение смертельным, но он выжил и вернулся на службу. После войны он стал губернатором штата Мэн и президентом того же колледжа, где раньше преподавал. Рана продолжала мучить его десятилетиями.
И в 1914 году осложнения привели к его смерти. К тому времени оружие снова изменилось. Винтовки заряжались металлическими патронами, магазины позволяли стрелять несколько раз подряд, пулеметы выпускали сотни пуль в минуту. Казалось, теперь штык точно должен исчезнуть. Но генералы продолжали выдавать его миллионам солдат. К началу 20 века между старым мушкетом и новой винтовкой почти не осталось ничего общего. Солдат больше не разрывал бумажный патрон зубами. Он вставлял магазин и выпускал несколько пуль за то время, за которое Пьер успел бы только насыпать порох. На поле боя появились пулеметы. Логично было бы отправить штык в музей. Вместо этого многие армии продолжали делать его очень длинным. Генералы хотели сохранить прежнюю досягаемость, и если винтовка становилась короче, клинок удлиняли. Британская винтовка Ли Энфилд со штыком превращалась в оружие, рассчитанное на бой в открытом строю. Но Первая мировая война загнала солдат в траншеи. Представьте британского пехотинца во время ночного рейда. Он перелезает через бруствер, пересекает полосу земли и спускается во вражеский окоп. По бокам стены из сырой земли, под ногами грязь, проход узкий, за следующим поворотом может стоять человек. В такой тесноте длинная винтовка со штыком мешает, клинок цепляется за мешки с песком, ствол ударяется о деревянные распорки, развернуться трудно. Поэтому солдаты часто брали окопные дубинки и короткие ножи. Штык, созданный для ближнего боя, оказался слишком длинным для самого тесного боя своей эпохи. Днем тот же клинок использовали совсем иначе. Им открывали банки, резали ветви, снимали дерн. Солдат мог пройти всю войну и ни разу не применить штык против человека, но пользоваться им, как обычным ножом, почти каждый день. На плакатах штыковая атака сохраняла прежний героический образ, а статистика показывала другую войну. Основную часть потерь наносили артиллерия, пулеметы и винтовочный огонь. Длинные линии редко сходились клинок к клинку, так, как это изображали художники. Война становилась все более безличной. Человек мог погибнуть от снаряда, выпущенного батареей за несколько километров, и артиллерист не видел его лица. Штык возвращал войну на расстояние вытянутых рук. Возможно, поэтому его боялись сильнее, чем позволяла реальная доля штыковых ранений. Клинок требовал увидеть человека перед собой. После войны армии начали укорачивать штыки. Постепенно длинный стальной наконечник уступил место штык-ножу. История сделала полный круг. Когда-то охотничий нож иногда крепили к ружью, а через 3 века солдат снова получил обычный нож, который при необходимости можно было установить на винтовку. Почему штык не исчез? После Первой мировой у солдата появилось оружие, о котором мушкетер 17 века не мог мечтать. Автоматы, ручные пулеметы, гранаты. Зачем при таком арсенале оставлять клинок на стволе? Причина в том, что армия готовит человека не только к обычной ситуации. Она думает и о моменте, когда обычная ситуация закончилась. Магазин пуст. Оружие заклинило. Противник оказался в нескольких шагах. Стрелять нельзя, потому что рядом свои, а на замену магазина нет времени. В такой момент сложная технология временно перестает иметь значение. Остается кусок металла и движение вперед. Штык также работал там, где стрелять не собирались, при охране объектов, конвоировании пленных, контроле толпы. Винтовка показывала, что солдат вооружен, примкнутый клинок показывал, что он готов приблизиться. Для давления не требовался удар, иногда хватало направленного острия. В этом заключалась темная сторона изобретения. Штык появился, чтобы беззащитный стрелок мог отбиться от вооруженного противника. Позже тот же предмет стали направлять на людей, которые не могли ответить. Современные армии не рассчитывают выигрывать войны массовыми штыковыми атаками. Крепление на оружие осталось потому, что у клинка сохранилась узкая задача. Он нужен на последних метрах, там, где прицел уже почти не помогает, там, где человек видит лицо перед собой. Там, где преимущество нового оружия может исчезнуть из-за пустого магазина или одной потерянной секунды. Именно потерянные секунды когда-то погубили армию Маккея. Через 3 века причина существования штыка почти не изменилась. Он все еще нужен после последнего выстрела. Вернемся к солдату, с которого началась эта история. Он стоит в дыму с разряженным мушкетом.
Рядом больше нет пикинера, никто не прикроет его 6-метровым древком, пока он возится с порохом. Теперь солдат должен защищать себя сам. Вот почему небольшой клинок смог убрать из армии целый род войск. Штык передал работу пикинера мушкетеру. Один человек стал и стрелком, и копейщиком. Армия получила больше огня, стала проще на марше и перестала делить пехоту на тех, кто стреляет, и тех, кто охраняет стрелков. Но вместе с оружием солдат получил новую обязанность. После выстрела он не мог остановиться. У Киликранки несколько потерянных секунд превратили строй в толпу. У Каладена пехотинец должен был доверить собственную жизнь соседу и ударить человека, который бежал не на него. На Литл Раунд Топ полк без патронов сам пошел навстречу противнику. В траншеях Первой мировой длинный клинок оказался неудобен и большую часть времени работал обычным ножом. Наш Пьер, если бы дожил до конца XVIII века, уже не искал бы взглядом пикинера рядом с собой. Он бы просто знал, клинок на поясе и есть его защита, и никого больше не нужно ждать. Штык редко решал бой количеством нанесенных ран, он действовал раньше. Один строй видел приближающиеся клинки и терял уверенность. Другой продолжал идти, потому что остановиться в плотной линии было почти невозможно. Так оружие охотника превратилось в инструмент управления тысячами людей. Оно не сделало человека бесстрашным. Оно дало ему знакомое движение в тот момент, когда страх требовал замереть. Штык соединил мушкет с копьем, но настоящая его сила была в другом. Он соединил выстрел с движением вперед. К началу 20 века это движение стало почти самоубийственным. Пулемет мог остановить целую цепь солдат раньше, чем они приблизятся хотя бы на 100 метров. Пехоте снова предстояло измениться. Теперь человеку было мало научиться идти на клинок. Ему нужно было научиться пересекать пространство, где за несколько секунд могли исчезнуть целые роты. Следующее оружие уже ждало его за полосой колючей проволоки, и оно не оставляло времени даже на последний выстрел. Подпишись, тут интересное об оружии.